Всем привет! Hard-use тестирование ножа Gerber Bear Grylls Compact Fixed Blade. Его старший брат очень неплохо показал себя на hard-use, и мне очень интересно посмотреть, чем нас сможет удивить вот этот небольшой нож. Нож абсолютно новый, я только достал его из коробки и одел темляк. Проверим остроту. Ну, серейтором, само собой, не продавливает, но основной частью режущей кромки режет очень хорошо. Начинаем с кабеля. Очень неплохо. Теперь серейтором. Серейтором тяжелее, но тем не менее он неплохо режет. На режущей кромке появилось очень-очень небольшое, но затупление. Вот здесь вот можно увидеть какую-то точку. Это вот от кабеля. Вот здесь. То есть это сразу говорит нам о том, что сталька мягенькая. Далее, ну давайте вот проверим его на паракорде. Сразу после этого. Не, паракорд до сих пор режет. Нож до сих пор острый. Окей. Двигаемся дальше. Открываем банку. Смотрим на режущую кромку. Она вся сейчас отсвечивает свет. Можно видеть такое массивное затупление. Вот здесь вот. Видите, это прям, наверное, какой-то заусенец, который загнулся в бок. Серейтор тоже немножко пострадал, но в принципе в порядке. Далее продолжаем со строганием алюминия. Сначала плейновой частью. В общем-то неплохо строгает вот эти вот стружечки, которые он отхватывает. И в руке нож довольно удобен, особенно когда ложишь сверху вот большой палец. Так вот, таким хватом рукоять немного узкая. Теперь попробуем построгать серейтором.
Серейтор получил довольно серьезное повреждение. Можно видеть, что вот этот вот зуб здесь так загнулся. Ну и режущая кромка, плейновая часть, в принципе в порядке пока что. Затупление, но никаких, хотя есть тут очень большие замины. Вот здесь вот на кончике можно видеть такие видимые замины. Ну что ж, идем дальше. Пробивание оцинкованного металла 0,8 мм. Пять ударов. На первом же ударе вот самое-самое острие кончика, оно ушло. Но в принципе кончик пока целый. Последующие 4 удара он выдержал без дополнительных повреждений. Продолжаем с пробиванием оцинкованного металла 1 мм. После 3 ударов кончик погнулся в бок. Продолжаем, еще 2 удара. Кончик продолжил гнуться, и 5-й удар он уже не пробивал этот металл. Ну, теперь закончим с нержавейкой 1 мм. Ну все, здесь довольно ожидаемо. Кончик просто отломался. А навершие у нас, кстати, вот такой вот металлический хвостовик. Ну что ж, 1 удар достаточно. Далее переходим к метанию. Давайте немножко пометаем этот нож. Темляк отцепился.
Окей. Мне кажется, это было достаточно. Темляк отвязался от вибраций. Но нож в принципе все выдержал. Никаких дополнительных повреждений я не вижу. Далее переходим к выламыванию щепы. Тут у нас, по всей видимости, сучок. Под краской этого было не видно, поэтому я продолжу здесь. Кончик гнется от очень сильных нагрузок, но тем не менее не ломается. Гнется еще больше. Попробую выровнять его в другую сторону. Ну что ж, у меня не получилось идеально выровнять его, но видно, что он немножко отогнулся назад. Кончик целый, как бы это удивительно не было. Бешеные нагрузки на него сейчас были. И, кстати, посмотрите на его толщину. На толщину этого кончика. Он очень тонкий, очень. Обух на этом ноже серьезный, но кончик тонкий. Но он не сломался, как ломаются другие. Так, дальше рубка.
Ну, рубит он не очень хорошо, но тем не менее рубит. Кстати, вот тут вот такое место на кончике. Я его только сейчас увидел. Сейчас попытаюсь показать. Вот здесь вот это как надрыв режущей кромки. Она вроде бы вот надорвалась прям. Первый раз такое вижу. Ну что ж, и заключительный батонинг. Я рад, что этот нож дожил до конца теста. О. Все. Я думаю, на этой ноте мы можем окончить наше тестирование. Вот так вот выглядит нож после тестов. И самое главное, что он, конечно, остался абсолютно целым. То есть, если даже гипотетически представить какое-то выживание, у вас в руках до сих пор есть кусок стали, которым можно что-то делать. Поэтому все в порядке. Ну что ж, попробую как-то заточить его, восстановить. Посмотрим, что из этого получится. Все, пока, бай-бай. Добавлю еще две вещи. Во-первых, несмотря на погнутый кончик, нож до сих пор входит в родные ножны. То есть абсолютно нормально функционирует. И второе, это то, что мы совсем забыли, это проверка остаточной остроты на паракорде. Сначала плейновой частью. Усилие хорошее, но отрезает. И серейтор. И серейтор отрезает. То есть, в принципе, это определенная острота. У него еще осталось. Можно что-то стругануть.
Ну все, пока. На восстановление ножа ушло всего лишь около 20 минут. И вот таким вот образом клиночек выглядит сейчас. Кончик был переточен на 80-м водном камне, а режущая кромочка восстанавливалась на 120-м и 320-м водниках, плюс небольшая правка на пасте. Серейтор был также приведен в рабочее состояние. Единственное, что осталось, это вот искривление на кончике, с которым я ничего поделать не смог. Сталь на ноже мягкая, поддается восстановлению и заточке очень-очень легко. И поэтому, подводя итог этого тестирования, я все-таки хочу сказать, что этот нож в конце концов выполнил все возложенные на него задачи, даже несмотря на то, что он получил некоторые повреждения и затупился. Но тем не менее, в конце концов, мы остались с полностью рабочим инструментом. И поэтому я считаю, что концепция вот такого вот неубиваемого ножа, даже ценой мягкости стали, она имеет право на жизнь. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.